когда люди из постсоветских стран приезжают на территорию Европы, нам очень часто кажется, что здесь как кошмар творится с детьми. Они валяются на полу, они на детских площадках совершенно жутко одеты. Вы можете увидеть девочку, на которой надеты джинсы, сверху юбка, сверху какая-то нелепая кофта. Все это будет разноцветное, дети будут грязными, у детей будут течь сопли, родители не будут их вытирать. И со стороны кажется, что здесь дети просто какие-то бездомные все, или у них нет родителей. Почему они ужасно так выглядят? И еще более того, что дети могут, например, на площадке подраться или вступить просто в какой-то конфликт, и никто из родителей не рванет их спасать. То есть просто так повернут голову, а родители часто очень вы можете увидеть с бутылкой пива на детской площадке, и родители повернут голову, и потом отвернутся и продолжат диалог между собой. Мы пошли на стадион, хотели записаться на футбол. Было грязно, после дождя, стадион с натуральной травой, там прям грязь, такая грязь. И сидит мальчик, перекатывается в одну сторону, потом в другую. И я начинаю судорожно искать маму глазами. «Мама, смотрите, ваш сын весь в грязи, это он же сейчас вообще...» Нет, мама стояла, кажется, рядом, болтала очень мило, поглядывала и что-то там говорила: «Ты там осторожно, смотри, там не съешь траву». Ну, что-то в этом роде. У нас бы уже все сбежались, всех отмыли сразу же. У вас ребенок в грязи. Ну, то есть и очень расслабленное отношение родителей к тому, что повалялся, помоем. Но именно это дает возможность детям чувствовать свободу. И вот такая известная голландская пословица «грязный ребенок, счастливый ребенок», она прям не легла на сердце, когда я привела однажды ребенка к врачу. И еще тогда я очень стеснялась и говорила: «Извините, она мне грязная, только что с площадки». И врач сказал: «Грязный ребенок, счастливый ребенок, запомните». И ты такая: «Да, точно!» Понятно, что в европейских школах и садах есть несколько, и вообще в европейских семьях, есть тенденция продвигать концепцию гендера. Но это не так, как мы с вами слышим в российской прессе, что тебе предлагают выбрать пол с 4 лет. На самом деле суть в том, что у вас есть равные возможности. Равные возможности – это очень классно, потому что вы, если ты девочка, это не значит, что ты должна идти только на танцы или только на рисование. Очень много девочек ходят на футбол. Здесь вообще есть такая прям футбол, хоккей для девочек, футбол для девочек. Или это смешанные группы. И это нормально, это не значит, что ты занимаешься какой-то мальчишечьим занятием. Но если ты все-таки оказалась той девочкой, которая тоже хочет играть в футбол, это не значит, что ты пол потом сменишь. Это просто ты сейчас хочешь поиграть в футбол, тебе это интересно, ты очень активный. В то же время мальчикам тоже очень многое можно. И вот это вот из серии «они там красят ногти», это выглядит таким образом. Чаще всего ребенок заходит к сестре в комнату, или у них общая комната, у нее стоят лаки для ногтей. И она сидит себе красит. И он говорит: «Ну и мне накрась, а давай я попробую». Или как вот у меня дочь, которая тоже красит ногти постоянно. И когда к ней приходят мальчики-друзья, он хочет играть в мяч, она хочет красить ногти. Поэтому что они делают? Сначала она с ним немножко играет в мяч, а потом они ему красят ногти. Он придет домой, и эти ногти ему сотрут или не сотрут, как захотят. Это абсолютно ничего не значит, это просто эксперимент. Ik hou van jou, ik hoor bij jou en wij zijn samen voor altijd. Ik laat je nooit alleen. Я переехала в Нидерланды около 10 лет назад, потому что я познакомилась со своим, на тот момент еще будущим голландским мужем. Мы познакомились в Питере. Даже это было не свидание, это был ужин, и дружеский. И через 2 года я переехала в Нидерланды, а мы поженились, у нас родилось 2 детей. И вот так я живу здесь уже 10 лет. Samen voor altijd. Samen voor altijd. Если Карин к нам придет и скажет, что она выбрала там быть, значит, выбрала какую-то другую ориентацию, чем у нас, да, то есть она не гетеросексуальна, например, или что она решила стать садовницей и ходить по домам наших друзей и стричь им кусты, это вообще нормально. Ей нравится, она счастлива.
Не то, что она там неудачница, не добилась, не получилось, где-то мы не доглядели, мы не воспитали, вот она ходила в шортах, надо было, значит, шорты сжечь и надеть платье. Нет, ну это значит, она такая, какая она есть. Почему я должна ее менять и ломать? Она личность. Например, мы с Адри об этом говорили, и здесь вообще надо понимать, да, здесь вообще все принято проговаривать внутри семьи, с мужем или с детьми, любую ситуацию. То, чего, например, очень многие из нас не умеют. Меня вот этому точно не учили. То есть мы могли обидеться друг на друга внутри семьи и не разговаривать очень долго. И вот я говорила, слушай, Адри, но мы ведь с тобой оба верующие люди, да, Адри католик, я православная, в православной вере крещена, и если, например, там одна из твоих дочек тебе придет и скажет, что вот я хочу быть с девочкой, я не буду, значит, с мальчиками строить отношения, а что ты сделаешь? Ну, потому что он довольно традиционный товарищ. И Адри подумал и говорит, я никогда не смогу причинить ей боли, своему ребенку. Я говорю, ну это же не ответ. Он говорит, это ответ. У меня были стереотипы, и у меня были свои родительские какие-то, да, тараканы, когда мы сюда переезжали. И пункт ЛГБТ был одним из них. То есть вот, есть ли здесь пропаганда, насколько тут как бы это прям детям вдалбливают и так далее. Ну, ничего такого я здесь, во-первых, не видела. А здесь прям семейные узы очень прочные, да, и разные семейные узы. Мне кажется, здесь больше про семью, чем про ориентацию. То есть вот что может быть разная семья, что это тоже семья, что она может быть такой, она может такой. Это абсолютно, это вообще неадекватный страх, что там какая-то пропаганда сделает из моего ребенка, у него сменится ориентация. Ничего подобного, да, то есть никакая пропаганда это не может сделать. Если он таким родился, он все равно им станет и так далее, да, то есть вот мое отношение такое. Если вас что-то пугает, тогда транслируйте свои семейные ценности, свои какие-то культурные ценности. Дети перенимают все из семьи. Вот эта табуированность наготы и вообще любой близости, физической близости между людьми, она приводит к тому, что у нас возникает тревога. Я припоминаю 8 класс в школе, когда мы все закрывали глаза, хихикали над учительницей, значит, 1 час биологии, половая система, все хихикают, залезают под парт, это полный мрак. Здесь такого у детей не будет, потому что ребенок спросит, как вульва называется? Окей. Или они говорят, vagina, окей. А у мальчиков что пенис, он как-то по-голландски по-другому, да, называется. Окей, да, все выучили, пошли. Никакого кошмара, понимаете? У ребенка есть рука, нога, как у нас обычно лежит малыш. Это твои ручки, это твои ножки, это твой животик, это твоя головка. А посередине ничего нет у ребенка, как будто. Мы не называем это никакими словами. А что делает европейская мама? Ручки, ножки, пенис, вульва и пошли дальше. Исследования говорят о том, что дети, которые знают, как называются половые органы, правильно называются такими, как, скажем, медицинскими терминами, они в меньшей степени подвержены сексуальному насилию. Я сейчас скажу банальную, расскажу историю про печеньку. Значит, вы можете везде найти это. Про девочку, которая пришла в школу и рассказала учительнице, что дядя какой-то там сосед постоянно просит ее поделиться печенькой, а учительница сказала, ну печенькой надо делиться, да. А у нее печенька так называлась вульва дома. И, собственно, ребенок пошел и дальше начал продолжать заниматься этим. Ik daar wel wachten, hè? Langzaam, hè? Zeker snel lopen voor jou. Что удивляет людей, которые приезжают из постсоветских стран, это количество мужчин на детских площадках. Как сказала одна моя подруга, которая приехала ко мне в гости и посмотрела на детскую площадку и увидела мужчин, прогуливающихся с колясками по парку, сколько же здесь пидоров.
А на самом деле все эти мужчины, которых вы видите на детских площадках, гуляющих с колясками, сидящих в кафе, на бизнес-встречах с детьми, это в преимущественном своем большинстве это мужчины из гетеросексуальной семьи. Там мама по делам пошла, а папа пошел с ребенком заниматься. Действительно, здесь отцовство, наверное, можно его назвать вовлеченным. Когда ты приходишь, я последний раз была в шоке, когда я в кафе сидела и видела встречу, бизнес-встречу, и у папы, видимо, то ли садик отменили, то ли нянь не было, я не знаю, что он сидел с ребенком в костюме, в каком-то, не таком классическом, но достаточно серьезно одетый, и напротив него сидел какой-то партнерка, с которым они обсуждали какой-то бизнес, а ребенок там бегал вокруг. Это норма здесь. Я думаю, что мужчины с детьми это вообще секси. Не, это ж очень классно выглядит, когда идет такой папа, не знаю, там в рубашечке, в джинсиках, и за ним бегут пара детей. Это же классно смотрится. Каждый год мы с группой из 20 студентов ездили за границу, а в тот год поехали в Москву. И наш профессор сказал, если вы хотите узнать, куда можно пойти вечером, спросите у девчонок. Они знают все модные места в Москве. В каком-то смысле он нас с Сашей и соединил. Женщины в России очень заботятся о своей внешности. Прежде чем выйти из дома, они всегда делают макияж, красиво, опрятно одеваются и вообще всегда стараются выглядеть очень хорошо. В Нидерландах, мягко сказать, немного по-другому. Эй, а вы что, все печеньки-то съедаете там? Или только почти все? Я влюбился, и мы переехали в Европу. А через несколько лет, когда у нас обоих была стабильная жизнь, работа, естественно, мы задумались о детях. На мой взгляд, решение завести детей гораздо больше говорит о взаимной любви, чем женитьба. Потому что женитьба — это просто, расписался, кольцо на палец. А вот дети должны быть осознанным решением. В браке ты теоретически можешь сказать «нет» в любой момент. А дети — это же навсегда. Поэтому для меня дети — это гораздо больше признак любви, чем брак. В определенный момент мы решили, что пора, что действительно мы готовы к детям, и у нас обязательно получится. И получилось. Даже 3 раза. С нашим 3-м ребенком нам повезло, что правила в Голландии поменялись, и в течение 1-го года жизни ребенка можно и папе, и маме оплачиваемый отпуск по уходу за ребенком взять в общей сложности 9 недель, и плюс папе дается 5 недель отпуска после рождения, которым, собственно, Том и воспользовался. Ja, het leukste. Он взял 1,5 месяца своего отпуска и ухаживал за детьми. У нас 3 детей на тот момент уже было. То есть он ухаживал за младенцем и за 2 взрослыми. Они, конечно, кто в школу, кто в садик ходит, но 2 дня в неделю они находятся дома, и, собственно, дом был на нем. Я приходила с работы и говорила, ну что, будем кушать. Ja, waar is die dan? Waar dan? Да, я брал на себя всю ответственность за дом и ведение хозяйства. Я не мог просто сказать, ладно, я ухожу на работу, ты тут как-нибудь сама справляйся. Для меня это не вариант, потому что я отвечаю не только за карьеру, но и за семейную жизнь. Поэтому ты просыпаешься, Саша уже собралась, ушла на работу, а ты отвечаешь за то, чтобы проснулись все остальные и тоже начали собираться. Вику нужно было идти в школу, я должен был приготовить завтрак и намазать бутерброды, чтобы ему взять с собой на ланч.
Дальше Вик идет в школу, Эви едет в детский сад. Миру всегда нужно было брать с собой, поэтому я везде ходил с коляской. Потом приходит время забирать Вика и Эви из школы и детского сада. До этого времени ты покупаешь продукты, готовишь ужин, немного убираешься в доме, стираешь. А вечером ты рад, что Саша вернулась, потому что теперь вы можете вместе заниматься детьми. Но тот факт, что папам тоже дают декретный отпуск, и нет работы, и нет этого стресса, связанного с работой, мне очень помогал. Поэтому для меня заниматься домом и детьми, и даже присутствовать на родах, все это было нетрудно. Изначально для меня это было дичью, совместные роды, потому что мне мама всегда говорила, что мужчина никогда не сможет смотреть на тебя прежними глазами, в тебе исчезнет твоя загадка. Как писала, по-моему, Татьяна Толстая, если ты 3 часа стояла с мужем в очереди за помидорами, а потом выбивала яйцо в первый отдел, очень трудно оставаться загадочной. Но Адри, он даже не понял, о чем я. То есть он говорит: подожди, это как? То есть я тебя привезу, тебя куда-то увезу, там будет рождаться наш ребенок, а я что, буду сидеть за дверью, как Ред Батлер в «Унесенных ветром», значит, с коньяком и сигарой, или как? Почему я не могу взглянуть на свою дочь? Возьмите себя в руки, мистер Ред. Успеете еще насмотреться вдоволь. Жаль, что не мальчик, мистер Ред. Я прошу прощения. Заткнись, Мэмми, кому они нужны? И по большому счету, мне кажется, что во время родов мужчина, наоборот, познает свою женщину. Потому что если ты свою женщину оставил в больнице, она родила и пришла к тебе с ребенком, вот она прошла через вот этот процесс, как сказать, обретения новой себя, а ты по большому счету нет, потому что ты не видел, через какие это все муки проходит. И вообще, в принципе, вот я слышала от голландских мужчин, что они очень большое уважение к женщине после родов, еще большее, скажем, уважение получают, как это правильно сказать, потому что они видят, чего это стоит. То есть они видят, что значит рождение вот этой новой жизни. И я думаю, что им чисто психологически тоже важно видеть, что ребенок появляется на свет, как он появляется, что это твой ребенок. Это не то, что вот ушел, вернулся, а уже 3 человека вместо 2. Yeah? It's a French dish. Mosselen. Я очень хотела встать под душ, потому что, теплая вода, она немножко смягчает боль. Ванны не было в этой родильной палате конкретно, но был душ. И мне надо было, чтобы он на живот как-то лился, поэтому надо было держать обязательно. И Адри залез в этот душ в одежде, в ботинках, и он стоял со мной в этом душе еще, это долго все длилось, у меня долго был первый род, он стоял 3 часа. Абсолютно промокший в этих носках, вообще в одежде. И вот это он помнит до сих пор. Я помню, что он пытался шутить. И как раз с этим душем он такой говорит, чисто голландском стиле, это супер голландская шутка, что, ой, теперь нам, наверное, придет счет за использование воды там какое-то, что-то такое. Я его просто, по-моему, из последних сил просто избила этим шлангом, чтобы он заткнулся. Okay, sure. Конечно, когда мужчина видит, через что ты проходишь в этом процессе, а у него, я думаю, особенно если это нормальный мужчина, у него меняется отношение к тебе. Обычно муж после этого говорит: я даже не знал, насколько ты сильная. Это очень часто слышится. Я об этом слышала и в других семьях там, и так далее. То есть как много ты можешь, какая ты сильная, я тобой восхищаюсь. Вот это чаще, чем что-то там. Ты там плохо выглядела, у тебя не было укладки и макияжа. Я проболела короной, так достаточно
ну, скажем так, средне-тяжелой формы. То есть я недели полторы, наверное, лежала просто пластом. Потом постепенно выкарабкалась, но я очень себя плохо чувствовала, я была уставшей, меня все раздражало. Работа обычно, я вот очень много работаю и с большой вовлеченностью, а тут мне надо было делать очень много усилий, чтобы хоть что-то сделать. И после зимних каникул я вдруг почувствовала, что я не могу встать с дивана. Это был самый сложный момент для нашей семьи. Я уже работал, мой отпуск по уходу за ребенком закончился, а Саша в то время была очень эмоциональной и часто раздражалась. Я не знаю этого слова по-английски, но по-голландски мы говорим... Это когда вы очень чувствительны ко всему, что происходит вокруг вас. Это очень усложняло ситуацию, потому что она не всегда могла помочь с домом и с детьми. Это был как кошмарный сон, хотя, наверное, это звучит немножко грубо. Но прошло месяца 2 или 3, и это не закончилось. И тогда постепенно возникло вот это вот понятие лонг-ковида, и стало более понятно, что по большому счету корона вызывает такое как раздражение твоей нервной системы, то есть у тебя в теле все с ног на голову переворачивается. Это тебя, не знаю, утром просто выбивает из колеи, у тебя к 11 часам утра кончаются силы. И вообще, в принципе, я вот в вертикальном состоянии вообще практически ничего не могла делать. Я, наверное, более чем полгода я не готовила еду, потому что я, 15 минут постою, порежу что-то, и все. И я сваливалась, мне часа полтора надо было полежать, чтобы прийти в состояние. Я вообще поражаюсь, что я до сих пор еще здесь сижу, в том плане, что его терпению, конечно, можно позавидовать, потому что я бы, думаю, на 2-ю неделю бы задала ему вопрос: Том, сколько уже можно, когда ты уже там встанешь к плите, грубо говоря, да? Он на себя перенял вот эти все обязанности, то есть иногда дома находились дети полное время, там их надо было учить утром школьные уроки, в то же самое время ему надо работать, то есть где-то я там встревала на какие-то 15 минут, когда я могла чему-то помочь. То есть, по большому счету, я превратилась на тот момент в 3-го ребенка. Причем в такого не самого приятного. Тоже, я опять же, наверное, из такой страны приехала, да, то есть в Молдове всегда мамы носятся со своими там детьми, не знаю, где папа, даже если они очень любят своих детей, это как-то не принято, да, с ними их куда-то водить, а здесь дети на секции папы, там, в парках папы, с малышами папы, с грудничками папы. Но это очень приятно, реально меня удивило, я просто такого нигде не видела. Ну, только в Италии, может быть. Zelfde ogen, zelfde mond, dezelfde lach. We gaan steeds meer op elkaar lijken elke dag. Ik ben zo... В твоей жизни присутствует много папы. Мне кажется, это и делает голландцев такими, или вообще людей, которые живут в Европе, европейцев, такими, какие они есть. Они более сбалансированы, чем жители постсоветского пространства, 100%. Они лучше управляют своими эмоциями. Они на 350% более уверены в себе. Могу просто голову дать на отсечение. Они могут прийти со своими проблемами не только к маме, но и к папе. И в итоге они вырастают сами точно такими же отцами, которые считают, что поменять памперсы – это в порядке вещей, вставать по ночам к ребенку – это абсолютно нормально, и пылесосить дома и готовить обед – это вообще само собой разумеющееся, наравне с женой. Это правила для Марты, которые она должна выполнять. Они на английском, чтобы папа тоже понимал. Мыть руки, собирать игрушки, как поигралась, заправлять постель, слушаться маму и папу,
переодеваться, когда приходишь домой, быть доброй к Элине, быть вежливой, говорить спасибо, пожалуйста. И вот здесь мы отмечаем, когда она правила выполняет. Если она много правил выполнила и ни одного грустика, еще и наклейку получает. Не материальная мотивация. Когда вы разводитесь, очень интересно выглядят все эти бумаги. Это называется уважительное воспитание. То есть там если первый год мама с ребенком проводит день рождения, то следующий год папа встречает день рождения с ребенком. Вы делите пополам все. Один раз мама стрижет, другой раз папа ведет на стрижку. Один раз мама на футбол, другой раз папа. Родители вовлечены. Это критически важно для ребенка, чтобы у него был и папа тоже, ну или какая-то заменяющая фигура, да, кто там. То есть чем больше у тебя значимых взрослых, тем больше вклад в тебя, в развитие тебя как личности. Поэтому нет такого, что мама занимается, а папа выходного дня. Чаще всего это пополам. Неделя, это при разводе. Если вы живете вместе, практически все делится тоже пополам между родителями. Boca. Wow, naso. Boca. Boca wow. Orecchie. Orecchie wow. Мои дети от первого брака, их папа шри-ланкиец, они наполовину шри-ланкийцы, они такие смуглые, да, ну, метисы, можно так сказать. Несмотря на то, что я была замужем, и да, и у них отец был, и они вместе видели, люди мне все что угодно в Молдове про моих детей говорили. Я не помню, чтобы хоть раз я где-то появилась, и меня не спросили: это ваши дети? А вы их няня? А вы их усыновили? А где вы их понабрали? А откуда они взялись? Почему они темные? Был случай, когда моего 7-летнего сына я потеряла в магазине, в супермаркете. Не могла его нигде найти, и обратилась уже к охранникам, и там из микрофона его искали. Я нашла его на улице, сидящим, это была зима, плачущим на ступеньках в магазин. Он сказал, что охранник его выгнал, потому что он сказал, что он маленький воришка-цыганенок, и выгнал его из магазина. Вот так. Здесь я за 8 лет никогда не слышала. И сейчас у них их отчим, да, который им как папа, итальянец. То есть мы оба белые, у нас смуглые дети. Никто никогда не спросил, у нас это ваши дети. С нынешним мужем познакомились 11 лет назад в Германии. Я там была по работе, он там был по работе. И мы 10 лет женаты, вот буквально отметили 10-летие в июле этого года. Муж принял детей сразу, прекрасно принял. Если бы он их не принял, он никогда бы рядом со мной вообще не был. Здесь младшие девочки родились. 14 июня родилась Марта в 2017. И буквально 2 года назад Элина. Ей почти 2. Кстати, ведение беременности, я вот прям в восторге на самом деле. Вот после 2 детей в Молдове я ощутила себя здоровым человеком, просто беременной. То есть это не болезнь, оказывается. Оказывается, со мной не надо носиться как с писаной торбой. Разница огромная в том, что в Молдове у меня были последние 2 беременности в Нидерландах в довольно зрелом возрасте. То есть я родила в 38 и в 42. Я не стесняюсь своего возраста, мне 44, если что. Никто мне ни разу там не сказал, ну, надо, у вас, наверное, такие риски, связанные с возрастом, вы там старородящая, еще что-то. Наоборот, все такие, как здорово, молодая мамочка. То есть я такая молодая мамочка. Посмотрим, ты когда родилась, вот такая была. 3 дня тебе. Такая крошечка. Коронка у тебя.
Ну, во-первых, медикаментозные роды, то есть вмешательство в роды очень развито в наших странах, да. То есть введение беременности, да, все время там проверяют, все время. И роды тоже, то есть ложитесь. То есть я хочу сесть, нет, надо лежать, да, и так далее. То есть прям вмешивается в процесс. Но тот факт, что моему сыну без моего ведома просто вкололи антибиотики, когда он родился, когда у него еще флоры никакой нет. У них была эпидемия в больнице золотистого стафилококка. На 4-й день нас выписывают, мне дают рецепт для аптеки, говорят, купите амоксициллин и колите еще там 3 дня. Я говорю, какой амоксициллин? А он уже 4 дня получает. Я говорю, что это? Антибиотик. Я говорю, какой антибиотик? Ну, то есть вообще, что это такое, да? Ну, вот как можно не спросить, не поставить в известность? Надо понимать, что из роддома, из нидерландского тебя выписывают через 3 часа после родов. То есть 3 часа назад ты произвела на свет новую жизнь. И очень часто вообще здесь это естественным путем все происходит, да. И после этого через 3 часа ты должен встать, ты должен надеть на себя штаны. Это вообще квест. Это вот кто плавал, тот знает. Ну, слава богу, сесть хотя бы в кресло-каталку, чтобы тебя довезли до парковки. По крайней мере, идти не надо. Ну, в моем случае это была больница, да, не дома, а в больнице роды были. Это тоже, в общем, еще та история. То есть тебя везут на парковку, и ты потом, и это вообще самое ужасное, должен встать из этого кресла и запихнуть себя в машину. Вот. Это все очень трудно, на самом деле. В Молдове вообще такого нет, выбора нет, и 4 дня в больнице. Это страшно, если честно, в палате с 6 другими женщинами. В 7 утра приходят, тебя там орут, будят на анализы, там какая-нибудь санитарка, ноги подними, и то есть там шо, не кушает, так сиську дай. Ну то есть вот этого всего здесь не было, да. Здесь они этого не делают, потому что у них есть крамзорг, патронажная сестра. И я вообще считаю, что это лучшее голландское изобретение всех времен и народов. У меня 2 раза была вообще великолепная патронажная сестра. И они не приходят и не мешают, как все думают, вот, чужой человек в доме. Они реально помогают, то есть она, во-первых, они освобождают маму от всех других обязанностей. И они приберут и приготовят. И если есть старший ребенок, займут чем-то и погуляют, и отведут куда-то и так далее. И Рут, моя, дай Бог ей здоровья, она была массажист. Она мне делала каждый день массаж, полный, общий. А у меня все болело, все. Она говорит, мамочка, лежи, тебе надо отдыхать, я сделаю тебе массаж. Для молодой мамы это вообще просто подарок. То есть они показывают, как купать, и как переодевать, и как кормить, и как, да, они еще и знают грудное вскармливание, как правильно, да, это делать. То есть вообще к ним можно обращаться с любыми вопросами, особенно молодые мамы, они же не знают. Это воздушный шар? Пока! 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 Приходите еще! Папа, это первый. Да? Вау! Dat is mooi. Грудное вскармливание – это прям вот вообще самый главный всадник апокалипсиса. В чем фишка? Объясняю. Фишка в следующем. Если ты не кормишь грудью, ты плохая мать. Все, точка, пункт, аут, как говорят нидерландцы, да? В России действительно культ грудного вскармливания. И самое в этом ужасное во всем – это давление на молодую маму. Потому что, ну вот, ну как же, что ты, как мне говорила там подружка российская, что ты родила, и теперь легкой жизни хочешь, что ли? А я, наоборот, считаю, что я только что 16 часов рожала, значит, этого человека. Мне было очень больно, мне плохо, но я справилась. Меня все похвалили в Нидерландах, мне сказали, что я молодец.
Российские там форумы какие-нибудь молодых мам тебя просто размажут. Они тебя просто по асфальту размажут, потому что ты не мать. Как это так вообще? То есть, во-первых, они никогда, если мама не может, не хочет, по каким-то причинам для себя решила, я не буду кормить грудью, они никогда не будут шеймить. Это точно. Они никогда не будут ее, да, заставлять чувствовать себя, ну вот стыдить ее. Ты что? Ты мама или кто? Не можешь, окей. Они помогут, если ты попросишь о помощи. Ты скажешь, я очень хочу, но у меня, не получается. Они тебе, консультантов тоже найдут. Крамзорг помогает. Все крамзорги обученные, они могут помочь маме наладить грудное вскармливание. Это все абсолютно, это их часть, это часть их работы на самом деле. Ну, никто не скажет, засунь ему сиську и все, что тут сложного вообще. У меня был пример перед глазами. У меня в России дальняя родственница, она родила на тот момент ребенка первого, и у нее вообще не шло с грудным вскармливанием, ну вот как и у меня, то есть ну просто все ужасно. И у нее были ужасные трещины на груди, это все кровоточит, это очень больно, и при этом это все кровоточит, а она все равно пытается кормить грудью, да. И вот я запомнила эту картину, я к ней пришла в гости, и она ходит по квартире, голая по пояс, потому что тогда заживают быстрее, значит, эти раны, просто в потеках от слез, просто в полной истерике, потому что это все ужасно неприятно, больно и так далее. И ребенок разрывается, значит, тоже кричит, потому что она там что-то недополучила, не доела. Ну, окей. И она мне говорит, зато я скоро налажу ГВ. Я говорю, а потом ты будешь налаживать свою психику. То есть не то, что там это плохо или хорошо, но это не самый прям вот безумно самый главный приоритет в родительстве. Это важно, это полезно, это лучше, чем искусственное вскармливание. Ну, например, те же голландские акушерки, они говорили, что они считают, что в искусственном вскармливании есть вот одно несомненное достоинство, опять же, да, что папа может совершенно наравне с мамой кормить ребенка, то есть она там 3 раза или 4 раза в день, и он, да, столько же с этой бутылочкой. И это, опять же, позволяет папе наладить связь с ребенком гораздо более тесную. Да. Так, смотри, приехала Мини Маус, она приехала в лес и сказала: ну, здравствуй, Роуз Блю. По поводу соплей и другой антигигиены, как мы ее воспринимаем, это дети, которые облизывают все подряд. И когда приезжают родители русскоязычные в наши страны, они говорят, какой кошмар, не трогай, отойди, руки грязные. Тоже говорят врачи, что дети вырабатывают иммунитет, и они будут так сильнее и будут меньше болеть. Ну, как показывает практика, хотя мне психологически было сложно перестроиться на такой формат, действительно, вот у меня младший ребенок в саду, а старший ребенок в школе, и старший ребенок практически не болеет, уже вот сколько, 3-й год в школе. Правда, что их никогда не кутают, да, то есть им повезло на самом деле. Я тоже не кутаю детей. Но даже у меня были постоянные такие попытки этих детей приодеть чуть-чуть, потому что ветер, да, дождь и так далее. Дети без головных уборов. Зима, не зима, чуть-чуть солнышко, плюс 12, дети в шортах. Я думаю, они не мерзнут, если честно. И вообще здесь очень закаленные дети, они мало болеют. Наверное, надо об этом подумать, да, почему дети не мерзнут, когда они раздеты, и еще и не болеют. Потому что мы привыкли, что чуть что, если сопли, ребенка дома. Есть температура, а температура у нас считается 30-37, это уже температура. Например, в Нидерландах и, в общем-то, на самом деле, везде в Европе 38 и выше считается температура, потому что если ты звонишь врачу и говоришь, у моего ребенка температура 37,6, то, скорее всего, тебе скажут, это не температура, в чем проблема. Соответственно, дети с 37,6, например, могут пойти в школу, если никаких особых проблем нету, там, не знаю, не болит голова, нет рвоты какой-то. И, конечно же, все ходят в школу с соплями и в сад. Но чаще всего, честно говоря, к школе эти сопли пропадают. Удобное для родителей на самом деле, но не знаю, у меня неоднозначное к этому отношение.
Сопли, кашель, думаю, да, то есть как раз это просто норма жизни, они все равно будут ходить с соплями и покашливать в какой-то там период адаптации и так далее. Но вот с температурой я бы не отправляла. Но это для меня звонок тревожный. То есть ребенок, скорее всего, вирусом каким-то болеет. Вши. Это действительно какой-то страшный бич. Нам кажется, нам, выросшим в той системе, что вши – это катастрофа, и значит никто не моется. На самом деле вши водятся в чистых волосах. Это новость, которую я узнала здесь. И действительно, многие дети ходят с вшами в школу, и у всех дома есть, и у меня тоже. Это ежедневная процедура вечером, вычесывание волос на всякий случай. И есть специально такие расчесочки, которые дают возможность вычесать вши и гниды. И, наверное, может быть, вы слышали, что есть даже сериал, который называется, я их перевожу как «Вшивые мамы». Это обязательный комитет в каждом классе мам, которые перед входом, там, раз в неделю, перед входом в класс детям проверяют волосы. И дальше тебя присылают, ты в скрытом списке. Здравствуйте, у вашей дочери сегодня обнаружены вши или гниды. Иногда пишут еще в правой стороне головы рядом с ухом, посмотрите, там немного. Вот. Мы всем этим занимаемся, но, честно говоря, вши практически не переводятся, потому что один ребенок пошел в класс, там вроде вывели, а второй пошел в детский сад, там еще не успели вывести. В общем, это кошмар. Говорят, что до 12 лет, до 13 это все будет продолжаться. Я уже морально к этому готова. Nou, Evie, kom je hierheen. Вообще, в принципе, вся эта концепция позволить ребенку почувствовать свое тело, это про границы, про физические границы. Здесь учат детей с самых детских лет, мне кажется, с садика, возможно, с первого класса школы, первой группы, это 4 года, что у тебя есть границы. Границы – это вот границы твоего тела, кожа – это границы твоего тела. Соответственно, если кто-то пытается эту границу нарушить, например, тебя толкает, тебя, не знаю, втыкается в тебя карандаш, ты говоришь «стоп», мне так не нравится, не делай это. Goed? Ja. Ребенок залезает на горку, он понимает, что границы его тела вот здесь, вот. Не мама, которая поддерживает слева, справа своими руками, а здесь, соответственно, он должен действовать в рамках того, на что способно его тело. А его тело тогда ему придется, он здесь может упасть, Ого, он поддерживает себя руками и спускается с горки. Соответственно, дома никакого физического насилия. Ну, наверное, конечно, есть семьи, где это происходит, но ребенок может прийти в школу, может об этом сказать, он может сказать об этом учителю, может сказать об этом психологу, и тогда школа поднимет действительно какой-то скандал, ну, на уровне внутри семьи, то есть не публичный, и это будет решаться с психологами, со специальными тьюторами, социальными работниками и так далее. Здесь даже есть такая классная группа Kinderen for Kinderen, дети для детей, у них прекрасная вот эта песня Blau Blessen, как-то так она называется, да, синяки на теле, и дети, суть песни такова, что девочка приходит в школу, ее друзья замечают, что она в синяках, и она сначала скрывает это, а потом она все-таки приходит и доверяет свою тайну своим друзьям, а друзья рассказывают родителям, вот как теперь этого ребенка поддержать, потому что на самом деле синяки от ее мамы. Так, что хочешь? Так, поверни сюда. И чуть-чуть зеленый. И у нас просто еще проблема с личными границами. То есть вообще у нас по-другому воспринимаются личные границы, и у многих людей они настолько стерты,
Они вообще своих не знают, они вообще границ не видят. Просто у нас все коллективное было, у детей нет своей комнаты, у детей нет ничего своего. Они все это, да, тянется из поколения в поколение, когда вырывается там, мама говорит, а ну иди это сделай, мама ее уроки делает, да мне твои уроки. То есть вот интересы детей не учитывались с детства. Поэтому нарушение чужих границ происходит постоянно. В очереди вот так тебе стоят. В транспорте, да, все дышат тебе в спину и, извините, там, трогают тебя за что-то, даже если не хотят. Потому что вот как консервы, да, как бы рыба в банке. И вообще вот это во всем прослеживается. Даже элементарное физическое пространство между людьми не уважается. То есть вообще там кого-то задеть, что-то сделать, кому-то даже нечаянно там на ногу наступить. Норма жизни, и можно даже не извиниться. Очень много ожиданий и ощущение, что ты должна быть какой-то мамой и как-то все, и делать все определенным образом, как от тебя ждут, в Молдове у меня всегда было. А что обо мне скажут другие? А меня это всегда напрягало, да, потому что обязательно мне кто-то сделает замечание. Или там, может, а ваш ребенок с соплями, или да, там, а что так легко одет? То есть все время было ощущение, и на самом деле, когда бедная моя мама, когда она приехала ко мне на неделю после того, как родился мой первенец, я за эту неделю так чертовски устала соответствовать ее ожиданиям, когда она говорила, подожди, надо же постирать пеленки, надо же их развесить, памперсы не надо, у него там это, потом детей не будет. Нет, давай мы в пеленочке попробуем. Так, подожди, а ты влажную уборку сделала? Подожди, куда спать? Какая? Влажная уборка. Там это, надо протереть поверхности. Ты простерилизовала все игрушечки, бутылочки? Давай погладим. Я через неделю говорю, мама, я справлюсь, иди домой. Не хочу я быть идеальной мамой, я буду просто мамой. Нужна мама отдохнувшая, а не с идеально поглаженными пеленками и стерилизованными игрушками. Им это вообще все равно, бедные наши детки. Конечно, это одно из преимуществ расслабленного родительства, то, что у вас появляется больше времени, чтобы заниматься своими детьми. И первый шаг к этому — дать детям возможность почувствовать ответственность за себя и за свою сестру, например. Так в Нидерландах большинство студентов умеют сами готовить еду и ухаживать за собой и за своими вещами. Я не знаю, так ли это в России. Конечно, иногда они возвращаются домой с разбитой коленкой или ссадиной на локте, но это часть процесса взросления и расширения границ собственного мира. Так, например, сначала им разрешают выходить на парковку, например, потом самостоятельно ходить в школу, а потом им позволяют ездить на велосипеде к другу или подружке. Я не хочу быть отцом, который всегда держит ребенка за руку, потому что они должны испытать, каково это делать все самим. Даже если вначале это немного волнительно, они чувствуют себя неуверенно, им нужно показать эти границы, найти их, чтобы вырастить себя как личность. Если вы переехали в Европу, первое, что вам нужно сделать, это расслабиться. Потому что здесь расслабленное родительство. Попытайтесь снизить уровень своей тревоги, не знаю, с помощью психотерапии, с помощью, не знаю, чая с мятой, с помощью разговоров с друзьями, с помощью таких же мам, как вы, которые переехали чуть раньше. Снизить уровень тревоги по поводу всего. Потому что ваши дети будут падать. Ваши дети будут болеть, ваши дети будут ругаться с другими детьми, ваших детей будут обижать другие дети, это нормально абсолютно. Здесь тоже дети могут драться, могут ударить, и чтобы забирать ребенок, который забирает свою лопатку у другого ребенка, он захочет его толкнуть, потому что они в 2 года по-другому не умеют. Это не конец света. Вообще это все не финально. Все, что происходит, даже если ваш ребенок постриг волосы на лысо, это тоже не финально, они вырастут. Если ваш ребенок захотел надеть розовый
розовую юбку, а он мальчик, это тоже не финально, он завтра ее может снять и забыть. Спасибо. Ура! Та-та-та-та-та, та-та-та-та-та. Ну я поехала на свой день рождения. А хочешь ко мне прийти на день рождения? Да. Есть бусики мои. Так. Я боюсь, что нам приоритеты неправильно выставили. Мне кажется, что вот нам сказали, вот ты, значит, идеальная мама. Давайте сформулируем. Если ты кормишь до 3 лет, до 2 лет точно грудью, записываешь на максимальное количество кружков, забиваешь на себя. А кружки это еще, ну, та жесть, понимаете? Я вот сейчас это испытала и поняла, что я, наверное, отказалась бы рожать 3, 4, 5 ребенка только из этих долбанных кружков. Все остальное меня вообще не смущает. А вот это вот привезти, отвезти, значит, сделать, купить, сделать домашку, сделать, купить форму. А когда у тебя их там 4, то можно просто вообще больше ничего не делать, только этим заниматься бесконечно. Значит, кружки. Что у нас еще получается? Не сдавать в сад, естественно, потому что ребенку нужна мама и так далее. Кормить только здоровой пищей, значит, одевать идеально. То есть ребенок такой, представляете, такая картинка, да, значит, идет мама, она ведет, значит, ребенка, какую-то маленькую девочку, маленькая девочка в белом платьице, в белых гольфиках, они идут на фигурное катание, у них с собой судочки с биологическим пюре, девочка никогда не была в саду, потому что вот она была с мамой, и вот, ну, то есть это все, конечно, красиво, я сама сейчас говорю, я понимаю, блин, ну это так классно, но... Это классно, наверное, но это не значит, что все остальные мамы плохие. В Нидерландах есть классная книжка, называется «Релакс, мама». И там было написано, я помню, что идеальная мама прекрасно выглядит, работает, самореализуется, родила 3 детей, они у нее накормлены, напоены, значит, все идеально, в доме порядок. Только этой мамы не существует. Таких мам вы видели только в Инстаграме. И я, подумав, поняла, что это правда. Такие мамы только в Инстаграме. Не бывает. Поэтому просто сбавляйте градус тревожности и градус серьезности в воспитании. Вообще, мне кажется, для родителей всех стран относиться к процессу воспитания детей не к чему-то, где катастрофически нельзя совершить ошибку. Вы можете совершить ошибку, вы можете потом ее исправить. Просто относитесь к этому спокойно. Потому что если вы посмотрите на голландских родителей, европейских родителей, как они реагируют на истерики ребенка, который валяется на полу, нам-то сразу стыдно, мы сразу так схватаем и бежим скорее, чтобы никто... Я же тебе сказала, хватит рыдать, вот это вот. А европейки, скорее всего, таки сядут. Понимаю, тебе плохо, да, да, отобрал машинку, иди, я тебя обниму. Понимаете, и ребенку легче, и вам легче. Потому что фиг с ними, с этими родителями, с другими взрослыми, которые на вас смотрят. Ну, во-первых, в Европе, скорее всего, никто на вас не будет смотреть так, с таким укором, если у вас валяется ребенок на полу. Потому что они пройдут, скорее всего, скажут, ужасные 2, да, 3 года, 6, пожалеют вас и пойдут дальше. Вот, и вам советую также реагировать на других родителей.